coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Приветствую всех, с вами Холдем, и мы продолжаем проходить игру Guilty Paradis. И сейчас мы будем направляться на рынок, чтобы продать кувшины и купить себе сладостей. Или все-таки, если главный герой решится, мы пойдем за поиском, на поиски металлолома и других вещей, чтобы строить себе форт. Против каких-то черных отступников. Хотя, очевидно, я понял, это про наших товарищей в черной форме. Может, из-за этого их отступниками назвали черными. Мы все замолкли. Я думал, стоит ли нам идти туда? Стоит ли рисковать своей безопасностью ради строительства крепости? Я слышал, что по венам черных отступников течет яд, а когда они умирают, от них исходят ядовитые газы. Да, я тоже читал подобное в учебниках. А ты не знаешь, что делают с трупами отступников? Сжигают, наверное, мама почти ничего не рассказывает. А можно где-то найти их трупы? В глазах Тома загорелся непонятный мне интерес. Наверное, я точно не знаю, но слышала, что на местах сражений всегда опасно. Там могут прятаться черные отступники. Подобные истории были на слуху. Не то, чтобы кто-то в них верил, но когда перед нами встал вопрос, проверить ли страшилку, мы начали сомневаться в собственной смелости. Как думаешь, Лиэн, стоит ли нам туда идти? Мы же уже решили строить крепость, верно? Нельзя отступать, иначе как нам стать храбрыми солдатами? София энергично закивала. Именно, пойдемте. Нас 4, и мы сможем со всеми справиться. Ага, сейчас, эти черные отступники, если они какие-то особенные, они вас раскидают, вы все-таки обычные детишки. А зная нашего героя, возможно, наш главный герой предыдущий, а именно Нему, тоже является черным отступником. Тоже им является. Видя, как он раскидывал всех подряд, как какая-то машина убийства, я побаиваюсь, что черные отступники уже давно должны были победить, зная их навыки, что они с такой яростью бьются. Давайте сделаем так. Моему отцу пока ничего не скажем, а горшки спрячем за стеной крепости. Пусть думает, будто мы на рынке. А когда вернемся с материалами для строительства, оставим их здесь, возьмем кувшины и пойдем на рынок. Друзья согласились. Пум-пум-пум. Пока мы шли, погода начала резко портиться. На чистую синеву неба медленно наползали плотные кучевые облака. Ветра почти не было, и духота жаркого дня все еще стояла невыносимая. Мы шли на безлюдную улицу. Сегодня был базарный день, поэтому эта окраина нашего городка никого не осталось. На окраине нашего городка никого не осталось. Это было только на руку. Никто не будет останавливать группу детей, решившую зачем-то покинуть поселение. Однако зря я радовался раньше времени. Через несколько секунд наша компания наткнулась на пожилого вояку. Он находился прямо в самом центре дороги, трудом переставляя костыли и подпрыгивая на одной уцелевшей ноге. Куда это вы, ребятки, направились? Да еще с такими серьезными лицами. Мы по делам. Нужно кое-что собрать в лесу. Таким маленьким деткам опасно ходить в одиночку. Где ваши родители или опекуны? Опекуны. Они знают, что вы хотите выйти из города, или вы идете прямо к врагу? Солдат внимательно разглядывал каждого из нас, а мы не находили слов для ответа. Нас учили бояться и уважать военнослужащих. Они были авторитетом, на них мы равнялись. Я впитал это правило с рождения. Поэтому никогда
никогда не мог соврать бойцу, слишком уважал каждого. Только один в нашей команде умел врать, не меняясь в лице. Это Том. Нам. Нет, ни за что. Вы видите эту девочку? Это София, дочь капитана Марлены. Это ее мама послала нас на проверку своей смелости. Она сказала, если продержимся дольше часа, то вырастем сильными солдатами. Я про себя усмехнулся. Сложно было не поверить наивным глазам Тома и его наивному голосу. Я сам не раз так обманывался. Ну и что на это ответить? Солдат некоторое время смотрел то на Тома, то на Софию, а потом обреченно вздохнул. Осторожнее там, ребятки. Черные отступники злые и коварные, они не могут иметь деток, поэтому заглядываются на таких, как вы. Серьезно? Мы, получается, черные отступники бесплодные? Ну, как скажете. Что же это за существа такие? Смотрите в оба, не попадайтесь им, иначе вас схватят и превратят в таких же черных отступников, как они сами. Не такие уж мы и дети. Нас не так просто поймать, а уж с черным отступником мы никогда не станем. Черными отступниками мы никогда не станем. Берегите себя, не попадайтесь им в лапы. Солдат отдал нам честь и медленно продолжил свой путь. Когда он совсем скрылся из виду, Сэм хлопнул Тома по спине. «И сколько раз ты мне так врал? Когда научился и от кого?» Том заморгал. «Я никогда не врал тебе, Сэмми. А мою маму зачем приплел?» Я засмеялся. Очевидно же, что для убедительности. София надула губы и отвернулась. «Ладно, хватит уже, нужно успеть до окончания рынка, иначе не видать нам конфет, а твоему папе денег, Лен». Я не стал спорить, и мы все вместе пошли к месту сражения. О, ну и картинка. Кстати говоря, красивый фон. Надо будет потом сохраниться, не забыть. На поле царило запустение, а в воздухе витал запах смерти. Когда я смотрел на тело матери, возникало точно такое же чувство, и оно запомнилось навсегда. Война никого не щадит. Мы какое-то время молча смотрели на пустоту, оставшуюся после сражения. Интересно, а когда война закончится, наша земля станет такой же безликой? Голос Софии, обычно такой громкий, сейчас прозвучал совсем глухо. Мы этого не допустим. Если потребуется, то я прямо сейчас готов идти в армию. Я тоже. Я крепко сжал зубы. Давайте побыстрее уйдем отсюда, заберем все необходимое и уйдем. Я не хочу здесь долго находиться. Тут пусто, одни обломки, ничего ценного. Так сражение давно было. Все успели растащить, а нам достались только крохи. Где-то далеко от нас прозвучал взрыв. Что это? Том испугался и спрятался за Сэмом. Не бойся, может, это тренировка. Солдаты учатся стрелять. София посерьезничала. Посерьезничала, блин. София посерьезнела и покачала головой. Скорее, София стала серьезнее и покачала головой. Не думаю, мама говорила, что сегодня утром было нападение на соседнюю деревню. Но она далеко от нас, значительно дальше, чем прозвучавший взрыв. Неужели наши солдаты отступают? Мы прислушались и простояли так не меньше минуты.
Где-то очень далеко послышались крики. Может, это эхо играло с нами злую шутку? Берем все это, берем все, что может пригодиться, и уходим. Вдруг армия идет сюда. После озвучивания наших общих опасений страх усилился. Никто не стал спорить, и мы начали быстро набирать карманы всякими нужными и ненужными деталями. Мои руки дрожали, а внутренний голос подгонял. Через некоторое время София выпрямилась и быстро заговорила. В следующий раз пойдем туда, где только-только прошло сражение. Там бывает много боеприпасов, их можно выгодно продать. Тогда можно будет построить твоей маме памятник, Лен. Можно будет вылечить твоего отца от чехотки. Я замер. Так она заметила тоже, что и я. Но в чем мой отец был не в силах признаться. Твой папа... Я не дал ему договорить и зажмурился. Да. Стоя с закрытыми глазами и ничего не слышал, кроме отголосков разговора друзей. В голове осиным роем загудели мысли и старые переживания. Ты узнаешь, где будет это место, София? Да, я спрошу у мамы или подслушаю ее разговор. Спасибо. Я некоторое время не открывал глаза, даже не знал почему. Наверное, не хотелось видеть мир, не хотелось находиться в реальности и думать о насущных проблемах. Я желал оказаться не здесь, уж точно не в мире, где господствует война, смерть и голод, где каждую минуту приходится бороться с отчаянием и изо всех сил стараться верить в прекрасное будущее, которое для меня, возможно, никогда не настанет. Когда я вновь открыл глаза, то заметил, что руки моих друзей уже были заняты необходимыми для строительства материалами, в основном кусочками металлических пластин. «Идем, Лен, здесь уже ничего нужного не осталось. Я подумал, крепость будет нашим окопом. Оттуда мы расстреляем всех черных отступников». Сэм покосился на брата. «Окопы роют в земле, это яма, а не крепость». Ну и пусть, главное, не будем прятаться, мы будущее мира, и мы будем его защищать, ведь так? Я усмехнулся. Ты весьма самоуверен, Томми. Но если ты сам не будешь в себя верить, то ничего не сможешь изменить. Том говорил очевидные вещи, но чаще всего именно повторение этого было способно вернуть мне силу духа. Ты как всегда прав, пожалуй, отдам тебе сегодня свою конфету, если нам удастся на нее заработать. Глаза Томми стали совсем круглыми. Я возьму только половинку, другую ты съешь сам. Я кивнул, подхватил кучу собранного металла и с трудом, удерживая его в руках, пошел к дому. Мои верные товарищи последовали за мной. Наш план удался. Отец даже не слышал, как мы осторожно складывали металл во дворе дома и вытаскивали припрятанные кувшины. Где-то далеко прогремел гром, но люди на рынке не думали расходиться. Мы шли сквозь толпу говорливых женщин и ругающихся мужчин и крепко прижимали к себе драгоценные горшки. На рынке мы заняли привычное место, и я расставил товары. Том в это время выглядывал из-за прилавка и смотрел на небо. Кажется, дождь начинается. Я был сосредоточен на правильном указании цен, а София пристально следила за проходящими мимо людьми. Внезапно она начала невежливо указывать куда-то пальцем. «Смотрите, кажется, этот мистер Бюлев. Я слышал, что неделю назад он потерял 2 своих дочерей. Это не он всегда покупает кувшины отца Лена». Я присмотрелся к сгорбленной фигуре. Мистер Бюлов шел мимо нас и совсем не замечал. Я и не знал, что у него такая трагедия. Может,
Ну, позовем его к нам, может, ему грустно одному. Стоит ли мне это делать? Стоит ли это того? Ну, давайте окликнем. Ты прав, нельзя оставлять человека наедине с горем. В ответ Том просиял. Просиял, а Сэм тихо и устало вздохнул. Я немного высунулся из-за прилавка и крикнул: «Мистер Белев, добрый день!» Мужчина остановился и повернул в мою сторону голову. Его глаза были полуприкрыты, и подбородок зарос давно небритой щетиной. Кажется, он пьян. София нахмурилась, заметив подтверждение своей догадки. Мистер Белов шел к нам, пошатываясь. Когда оказался рядом, заговорил, растягивая наспев слова. «Ого! Лена, и София тоже здесь. Ты прям расцветаешь с каждым годом. Мои девочки тоже такими были. О! И вы, ребятки, тут». Он облокотился о прилавок, внимательно, насколько был способен, рассматривал нас. «Вы много выпили, мистер». Сэм встал рядом со мной. Он выглядел чересчур серьезным и сосредоточенным, как будто готовился всех нас защитить. «Ну, выпил немного. У меня повод есть. Не ругайся. Мне и так от жены достается». «Сочувствую. Не надо мне посочувствовать. Не надо мне сочувствовать. Это была моя вина, что не спас их. Ведь в этот день отправился на разведку. Вместе. Ведь мы в тот день отправились на разведку вместе. И знаешь, что произошло?» Мистер Белов вдруг пристально уставился на меня, и я почувствовал себя виноватым в смерти его дочерей. Черные отступники следили за нами, когда мы остановились на обед. А ты знаешь, как мои девочки вкусно готовят? А ты знаешь, как мои девочки вкусно готовят? Конечно, нет. Они расстреляли почти всех. Выжили лишь двое. Я и мой армейский друг. Интересная история, правда? Мистер Белов еще больше надавил локтями на прилавок и приблизился ко мне. Я видел, как его глаза все больше наливаются кровью и теряют фокусировку. «Мистер Белов, отойдите, пожалуйста». Я редко слышал сердитый голос Сэма, но сейчас был именно такой случай. «Отойти? Ты серьезно хочешь, чтобы я отошел?» «Чтобы я отошел?» «Да, пожалуйста». Белов отодвинулся, и я чуть-чуть расслабился. «Вы все, малышня, еще живы. Цените это и берегите близких». Он отвернулся и зашагал прочь, но через 3 шага опомнился и вернулся. «Передай своему отцу, скажи, чтобы он выздоравливал». Бросив эту короткую фразу, мистер Белов вывалил на прилавок горсть монет и нетвердыми шагами направился в противоположную от нас сторону. Мы молча смотрели на деньги. Там была не такая уж большая сумма, но даже она значительно превышала цену всех расставленных кувшинов и горшков. Что с этим делать? «Бери, это все тебе и твоему папе». Я посмотрел на Софию и Сэма, они поддержали решение Тома. «Спасибо». Я сгреб монеты в карман. Нам и в самом деле сейчас нужны деньги. Где-то далеко прогремел гром. Том затрясся. «Я надеюсь, что грозы не будет». Сэм ухмыльнулся и скосил глаза на брата. «Будет, но чуть-чуть позже». После этого Том задрожал еще сильнее, а София по-матерински ласково обняла его за плечи. «Не переживай, мы к этому времени уже вернемся домой». Том сдавленно сглотнул и снова начал смотреть на прохожих. «Смотри, София, кажется, там знакомая твоей бабушки». Он кивнул на лавочку напротив нас. «И правда, это она». Я тоже посмотрел в указанном направлении и заметил пожилую женщину. Она разговаривала с продавцом на другой стороне рыночного ряда и сильно жестикулировала. Я никогда прежде ее не видел.
извиняюсь. Всё. Ой, мне сейчас, секунду. Так, сделал на всякий пожарный, чтобы было. А кто она? Мисс Розенберг. Она военный врач. Говорят, что может мертвого с того света достать. И странный язык. Они в этом с моей бабушкой похожи. В глазах Тома появился интерес. Я бы очень хотел с ней поговорить. Я могла бы познакомить ее с вами, если вы не против. Ну, давайте познакомимся, конечно. Хорошо, давай. Том радостно улыбнулся. А она тоже варит зелья? София уперла руки в бока. Что значит тоже? Моя бабушка не варит зелья, она не ведьма, понял? Том энергично закивал. В наше время не говорят ведьма, говорят народная целительница. София дала мне крепкий подзатыльник, а я даже не успел увернуться, хотя ждал этого. Еще один. Если будете так говорить, то я ни за что не приведу миссис Розенберг. Я поднял обе руки и примирительно заговорил. Это просто шутка. Неудачная шутка. Лен, так больше не будет, не сердись. София вздохнула. Ладно, я не буду сердиться, если снова не услышу от кого-то из вас подобные шутки. Она вскинула голову и вышла из-за прилавка. Мы молча ждали ее возвращения. Мисс Розенберг оказалась строгой женщиной. Она немного высокомерно осмотрела меня, моих друзей, заинтересованно выставленную на продажу посуду. После того на ее лице появилась теплая улыбка, совсем как у моей мамы когда-то. Добрый вечер, ребята. Очень рада с вами познакомиться. Я мисс Розенберг или просто Агна. Не стоит церемониться. Я протянул ей руку. Мое имя Лена, тоже очень рад. Когда со знакомством было покончено, Агна начала рассказывать истории своей жизни, и почти все они были про войну. Обычно взрослые скрывают от детей всю правду. Я с этим согласна, хотя вы уже сейчас знаете больше, чем полагается в вашем возрасте. Тогда зачем скрывать? Мы можем напугать вас, и вы не пойдете в армию. Она громко рассмеялась, и мне стало понятно, что на самом деле она гораздо старше, чем кажется. Ее лицо прорезали глубокие морщины. Даже у моего отца их было меньше. Скажите, а это правда, что черные отступники утаскивают трупы наших солдат? Правда. Мы всегда стараемся уничтожать их первыми и не оставлять на местах сражений. И даже здесь, в городе, сжигаем умерших, а не хороним их. А секрет черных отступников уже раскрыт? В какой-то степени, но еще очень многое остается непонятным. Некоторые ученые начинают догадываться, но пока эта информация только в их головах. И она секретна. В глазах Тома засверкал интерес. Не переживайте, ребята, когда я стану ученым, я вам все расскажу. Так ты хочешь быть ученым? Том закивал. Тогда ничего не поделаешь, скоро их тайна станет известной. Агна снова рассмеялась. Ладно, ребятки, мне нужно идти. Кажется, вот-вот пойдет дождь. Вы тоже разбегайтесь по домам. Словно решив подтвердить ее слова, сверкнула молния и почти сразу же прогремел гром. Нам нужно продать хотя бы один горшочек. Вам, может, нужен один? София так проникновенно и жалобно посмотрела на мисс Розенберг, что та сдалась. Хорошо, мне и правда нужен один. Она взяла кувшин и положила на прилавок деньги. Если заболеете, вы или кто-то из родных, то не бойтесь обратиться ко мне. София знает, где мой дом. Мисс Розенберг, кстати, это полезно, может, она поможет нашему отцу с чехоткой? Мы попрощались, и мисс Розенберг ушла.
Толстая стена ливня обрушилась на рынок. Люди вокруг загласили и начали поспешно собирать свои вещи. Снова прогремел гром. Мы схватили кувшины и прямо по лужам и скользкой от грязи земле бросились домой. «Это ненадолго, это ненадолго. Не бойся, молния в тебя все равно ни за что не попадет». Их голос было плохо слышно из-за шума дождя. Мы бежали уже насквозь мокрые и не обращали внимания на суматоху на улице. Внезапно путь преградила колонна солдат. Я бежал с опущенной головой, боясь поскользнуться, и поэтому не сразу их заметил. София же резко затормозила и громко крикнула: «Стойте!» Мы повиновались, мой взгляд устремился на солдат. А вот это вот карт получше. Этот кадр куда лучше, чем предыдущий. Подойдет. Босые, в рваной одежде и с опущенными головами, они шли прямо по центру улицы. Некоторые совсем раненые, повисали на плечах своих товарищей. Другие еще могли переставлять ноги. Группа еле живых людей воплощала собой все значение слова «поражение». Никто из солдат не решался поднять голову, только мы могли смотреть на них во все глаза. Поражение? Матерь Божья, они снова проиграли. Грегор, вы видели Грегора? Где все остальные? Что ж там, черт возьми, произошло? Невозможно было оторвать взгляд от бойцов. В один день на их месте окажусь я сам. Готов ли я к этому? Смогу ли я преодолеть отчаяние, стыд от поражения и сомнения? Могу ли я бороться, невзирая на страх? На какие жертвы пойду, чтобы победить и изменить мир в лучшую сторону? Кто-то толкнул меня в бок. Я повернул голову и встретился с серьезными глазами Тома. Когда мы вырастем, мы все изменим, верно? Больше такого не допустим, ведь будущее за нами. Ты прав. София и Сэм подошли к нам, и мы все вместе смотрели вслед удаляющимся солдатам до тех пор, пока они не скрылись за поворотом. Я опомнился только, когда Сэм потрепал меня за плечо. Горшки в руках были полны дождевой воды и норовили выскользнуть. «Идем, Лиэн». Он двинулся к моему дому, а я медленно пошел следом. Сомнений больше не осталось. Мы будущее мира, и мы будем его защищать. Ну, как и черные отступники. Ну, а продолжение уже будет в следующей серии. Как раз таки отличное место для концов. А узнаем мы уже в следующей серии, что будет дальше. Сохраняемся, разумеется. Куда же без этого. Надеюсь, вы остались довольны. Ставьте лайки или дизлайки. Пишите комментарии, предлагайте игры для прохождений. Обсуждайте игру, только не спойлерите, буду рад с вами поболтать. Заглядывайте в описание, там будет ссылочка на мой Discord сервер и на Discord сервер по Доки-Доки. На мой Discord сервер. Буду рад вас на нем увидеть. Не забывайте жать на кнопочку подписаться, на колокольчик, так вы о новых видео узнаете и пополните нашу маленькую, но крепкую семью. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся.